Ребят, встаньте в линию, выровняйтесь друг по другу. Ну что тут за дисбат? Готовы? Пошли! Пошли! Назад расходимся. Расходимся. Сделайте дистанцию, чтобы вам как раз на схождение было два движения. Так, ну, ни для кого не секрет, а для кого секрет. Сейчас это перестанет быть тайной. Ножевой бой не является видом спорта. Он пока что не занесен в официальный реестр всех называемых видов спорта. Это такая житейская несправедливость, просто бюрократический вопрос. На самом деле ножевым боем по стране занимается огромное количество человек. Равно как и, допустим, моя вторая стезя дрифт. Это автомобильный вид спорта. Также федерация есть. По стране филиалов там куча. 1000 человек занимается автомобильным видом спорта, спортом не является. Тем не менее, ножевой бой мы рассматриваем исключительно как вид спорта, если делаются какие-то отсылки к возможной теоретической совпадению с бытовой ситуацией, это остается такой необязательной отсылкой, поэтому ножевой бой рассматриваем исключительно как вид спорта. С чего начинается родина? Она начинается со стойки. Судья должен определить, что вы имеете теоретическую базу и физически готовы к поединку по вашей стойке. Стойка, соответственно, как Дмитрий Николаевич объяснял, формируется. Это базовая стойка. Стоек, у меня на ютубе коллекция, их там реально очень дохрена. Кто-то вот так вот стоит, кто-то вот так руки разводит. Но, схватив базу, когда вы поймете основы, вы тогда сможете искать собственный самый удобный вариант. Основа, она заключается в следующем. Кулак на пузо, параллельно земле. Локтевой сустав уходит, полушажок вперед, разворачиваемся. И вот она, наша стойка. Но в каждом элементе есть куча других нюансов, которые давайте разберем более детально. В первую очередь, как брать нож. Кто-то берет молоточным хватом, кто-то работает обратным хватом, кто-то вот так, кто-то палец накладывает, кто-то берет аж вот так вот, лишь бы выгадать лишние 5 сантиметров до противника. Все хваты имеют право на жизнь. А так? И так тоже. Кстати, вот этому хвату я сейчас вас и научу. Давайте, чтобы было понимание, почему именно сакцентируемся на этом хвате. Молоточный хват, когда вы берете, вы сами у себя крадете вот эти вот несколько сантиметров, которые вы могли бы выиграть. Значит, молоточный хват, он удобен в одержании, великолепно. Им, если колющий пройдет, будет все супер. Но когда вопрос жизни и смерти решается в нескольких сантиметрах, каждый сантиметр он жизненно важен. Поэтому вот этот хват, он позволяет вам эти лишние 2-3 сантиметра держать на своей стороне, в своей колоде. Еще почему этот хват очень удобен. Вообще он формируется накладыванием пятки клинка в эту вашу естественную ямочку захватом пальцев. И если вы подойдете к деревяшке и со всей дури сделаете колющий удар, у вас так согнется нож, но он не позволит руке соскользнуть. В этом плане, в плане удобства и выигрыша лишних сантиметров, данный хват самый удобный. Далее, второй элемент. Значит, нож мы в руку взяли. Мы разместили нож на одной линии с вашим предплечьем и выставили руку вперед. Как уже объяснялось, ножевой бой, он подразумевает не защиту челюсти с уносом сильной руки для максимально эффективного сильного удара, а предполагает, сильная рука с ножом находится все время впереди, потому что на кончике острия ваша жизнь. Ну, спортивная. Соответственно, локоть вынесли вперед, но ни в коем случае нельзя обеспечивать себе максимальное жизненное пространство вытягиванием руки чуть ли не до упора. Это совершенно нет в этом никакой необходимости, потому что вы в данном положении руки сможете только ее убирать, но вы теряете вот эту вот пружинку, которая может сыграть вам на руку. То есть, вся суть спортивного поединка в ножевом бою — это как можно быстрое сокращение дистанции и как можно безнаказаннее из этой зоны поражения выйти. Соответственно,
Второй момент. Рука не должна уходить куда-то назад. Вы должны балансировать, иметь возможность ее отдернуть, если на нее идет атака, и выпрямить, если вам дали возможность самому начать эту самую атаку. Далее, левая рука. Самый больной момент в жизни всех ножевиков. Сколько лет занимаемся, столько раз приходится объяснять. Вы пришли первый раз, поэтому, ребят, я вас слезно прошу. Левая рука — это 60% вашего успеха в поединке. Она не должна закрывать челюсть. Ножевой бой — это карате с волшебной палочкой. Здесь одного удара достаточно. Если мы коррелируем на какие-то житейские ситуации или берем спортивный поединок, где очки, защищать ничего не надо. Рука находится таким сателлитом рядом с вашей основной атакующей рукой. С левой руки начинается подбивка атакующей руки противника, дальше идет атака. С левой руки начинаются какие-то обманные движения, в лицо ткнул, продолжил атаку, то есть отвлек противника. С левой руки начинается защита, если на вас идет атака и у вас есть возможность левую руку применить. Чем бросаться на атакующую руку с противника, если она идет, допустим, на вас, в первую очередь нужно убедиться, что вы ее контролируете. То есть просто подрезать ножом можно, конечно. Но если это противника руку не остановит, и он даже с подрезанной рукой до вас пройдет, это будет либо обоюдка на спортивном ринге, либо патологоанатом будет разбираться потом. А можно добавить, что в принципе вообще ножевой бой — это не столько самому нанести ударов, сколько не пропустить. Именно. Если вы не Золотая уверены. фраза, я ей обычно заканчиваю. Все правильно парень сказал. Вся суть ножевого боя — это не столько нанести удар, сколько самому не получить. Но вам в этом случае левая рука мега полезна, мега интересна. На нее нужно сконцентрировать, когда вы только-только войдете первый раз в спортивный поединок. Думайте, пожалуйста, только о левой руке. Правую наработать. Дурное дело не хитрое, тут много ума не надо. Крест начертил, запомнил его биомеханически, себе в позвоночник загнал, все, никуда не денется. А вот левую руку в нужный момент включить, это уже вопрос такой долгой практики. Пожалуйста, начните с вопроса о левой руке. Далее. Значит, мы встали, разместили нож на одной плоскости, левую руку сателлитом выставили. Следующий вопрос. Ноги. Ну, давайте, ладно, с корпусом доразбираемся. Корпус сейчас, конечно, не видно, но вообще он втянут в себя и унесен подальше от этого долбоеба с ножом, который вот-вот бросится. Руки, ноги, голова, в случае чего, это очень условно. Этим можно, конечно, пожертвовать. Главное, корпус, ребят, защитить. Поэтому корпус чуть назад и переключаемся на ноги. Ноги становятся, я не знаю, как это вам вот здесь на снегу объяснить. Самое главное, ноги не должны перекрещиваться. Все прекрасно, теоретически, просто напичканы разными приемами из карате, когда, из карате, из фильмов, когда вместе идет на вас линейная атака противника, вы меняете угол атаки, куда-то уходите, здесь дорабатываете. Прямо скажу, в ножевых спаррингах такие скорости, что изучать это на тренировках можно, уметь необходимо, но в жизни это не найдет применения. Поэтому перемещаться, скорее всего, в спортивном спарринге вы будете вперед-назад. В этот момент главное не перекрещивать ноги, смещая центр тяжести и теряя равновесие. Если противник резкий как понос, он обязательно вас на этом поймает, и вы потом себя не простите. Поэтому ноги перемещаются исключительно параллельно. Если дистанция позволяет и вы хотите сменить угол атаки, там обычные перемещения. Главное, когда начинается атака, чтобы вас не застали вот в таком вот положении, иначе пиши пропало. Вот, такие дела. И теперь уже, когда мы разобрали стойку, и вы теоретически готовы к встрече со своим противником, первый самый противник должен быть, это вы сами. Сначала вам необходимо запомнить на уровне костного мозга, что у вас в 95% случаев очень редко ножи, какие-то особо лютые кинжалы имеют обоюдоострую заточку.
в большинстве случаев вам придется работать, думая о том, что у вас режущая кромка всего одна. Соответственно, ее нужно научиться ставить в таком положении, когда вы без сознания, но рубите под 45. Под 45 градусов я имею в виду. Ибо в пылу поединка нередко бывают удары как-то обухом наотмашь, плашмя нож летит как-то. Вот, идет уверенный контакт, но человек резал обухом. Мне очко дайте, очко мне дайте. А у тебя, извините меня, очко не положено. Вот, поэтому, как это все нарабатывается? Берете дома, рисуете здоровенный крест. Никто, ясен хер, этого делать не будет, но я все-таки объясню. Дома рисуете большой крест и долго, муторно стоите и загоняете себе в подкожный жир куда-нибудь там под корку, что у кого где хранится, то что нож должен идти только под 45 градусов. Когда вы долго это все отработаете, вы рано или поздно сами поймете, даже вот если бы я сейчас вам этого не сказал, что все удары выходят один из другого, и это получается восьмерка. Самый примитивный принцип, который работает лучше всех остальных. Удар прошел под 45 градусов, нож развернулся, как вот мы сейчас в общем кругу отрабатывали. Идет подрезка и возвращается удар в шею. Это вот все выходит из одного простого креста. И когда вы долго потренировались дома, на газете, а вот это вот действительно было, я лично выходил, я тренировался у турника на спортивной площадке, а потом мучил деревья в лесу, начинается разгонка. То есть тот же самый крест, вы стоите и долбите какую-нибудь деревяшку, пока у вас чисто вот на слух два удара не сойдутся в один звук. Это просто разгонка мышц. Перед соревнованиями я брал гантелю и, навесив 2 килограмма, также возвращал себе скорость для того, чтобы достичь каких-то спортивных результатов. Удалось, удалось. Значит, тема работает. И после того, как вы наработали вот этот крест, вас ночью разбудив, вы все равно рубите под 45 градусов, вот тогда уже переходим к самому интересному. Третий этап познания ножевого боя как вид спорта — это уже спарринг. Понятно, вы должны уже были понять, что до спарринга еще нужно дойти. Вы, конечно же, все сегодня попробуете, но если что-то не получается, держите в памяти, что вы просто еще пропустили какие-то начальные этапы. Вот. А в спарринге самое интересное — это чувство дистанции. Когда противник против вас стоит, давай, на вот этой дистанции, ножевого боя в принципе не может быть, потому что здесь у нас такая близкая дистанция, что мы начнем затыкивать друг друга, и патологоанатом потом будет разбираться. Я 25 ударов нанес, он 5, теоретически я-то выиграл, но все равно как-то неловко. Поэтому комфортная дистанция для ведения ножевого поединка — это 2 человека, 2 долбоеба с ножами становятся в стойке, и у них еще где-то сантиметров 15-20 есть зазора. Вот на этом расстоянии, все, спасибо. Вот на этом расстоянии вы должны ловить тот момент, который также можно отработать рядом с деревом. Я остановился, стоит дерево, я беру 3 метра, прыгаю, ага, достаю, хожу, 3:10, прыгаю, достаю, так, ага, 5:20, в самом сильном прыжке чуть-чуть не дотянулся, окей, 5:10, значит мой предел. И в спарринге, когда люди ходят и ищут возможность для удара, именно вот это чувство собственного предела и будет обозначать, что сейчас вам есть смысл атаковать или же нет. Но атака в ножевом бою, вы должны понимать, что входя в зону поражения, вы не только сами имеете возможность атаковать, вы еще и себя подставляете. Поэтому самым страшным элементом на противнике с его рукой, с ножом, с этим предметом нужно что-то сделать. Мы применяем подрезки, накладки, блоки. Если человека хорошо узнал, ты знаешь, что он будет делать, можно для него специально как-то спрогнозировать отвлекающий удар и там смена этажа атаки или что-либо еще. Но это вопрос практики, который приходит только там. Пока в качестве вводной у меня все. Если есть вопросы, а я очень хочу, чтобы у вас были вопросы, давайте разберем.